Николай Константинович Рерих. Картина «Моисей Водитель» была написана в 1924 году. В основу сюжета картины было положено событие, описанное в Священном Писании евреев Библии и повествующее о первом великом еврейском пророке Моисее. Оказавшись с раннего детства в Египте и находясь на обучении и под опекой египетских жрецов, Моисей будет посвящен в их древние сокровенные знания о мире и человеке. Однако, наблюдая жестокое обращение египетских надсмотрщиков с его соплеменниками, находящимися в рабстве у египтян, Моисей решает осуществить трудную и опасную задачу – освободить их из египетского плена. Ведомый своим Богом, вождь Моисей выводит евреев из Египта и становится перед еще более тяжелой задачей – сформировать из кочевого, необузданного, полудикого племени народ, который должен усвоить основы нравственности, государственности и единобожия. Обладая духовной мудростью, качествами объединителя, полководца и законодателя, Моисей понимает, что для достижения этой цели ему нужно увести сознание евреев от всего низменного, от подчиненности разлагающим привычкам, и выработать привычки, основанные на нравственном начале и почитании единого Бога. Моисею нужно защитить и спасти лучших людей племени от худших и грубейших их соплеменников. А это можно осуществить только с помощью действенного сопротивления злу. Находясь в постоянном предстоянии пред Богом, пророк получает от него заповеди, которым неукоснительно должен следовать еврейский народ. В заповедях указан суровый запрет на убийство, прелюбодеяние, кражу, лжесвидетельствование, зависть, даны другие советы и поучения. Моисей следует этим наставлениям, неустанно созидая и строя на их основе сознание своего народа. Настает момент, когда Бог указывает Моисею подняться на гору Синай для получения законов бытия, начертанных на каменных скрижалях. Моисей поднимается на вершину священной горы. Его окружают молчаливые пустынные скалы. Воздев руки к небу, он взывает к Всевышнему, и среди грозной, мрачной тьмы Бог отвечает ему, озаряя все вокруг фосфорисцирующим светом. Серебряно-фиолетовое сияние окружает Моисея, и он прозревает будущее. Он видит народы, поднимающиеся по лестнице жизни и спускающиеся по ней в бездну. Он видит обетованную землю и прекрасное будущее ее народов. Но к этому далекому будущему лежит долгий и тернистый путь.